Друзья, привет, Барев Дзес. Сегодня 19 октября 2024 год, от Рождества Христова. Мы сегодня проснулись в Капане, город на юге Армении, почти один из самых южных. В таком домике проснулись сзади, вот это отель. И прямо передо мной находится гора. Кто знает, напишите в комментарии. Хотели посетить эту гору, забраться на нее. У нас сейчас сезон гор. Горная история. Вот, третий сезон. Кто не смотрел первый, второй, посмотрите. Они были на другую тематику немножко, тоже про путешествия, но прям у нас конкретно заточено теперь на горы все, потому что мы хайкеры, путешественники и походники стали. Купили палки, ботинки, свистки от медведей, ходим по горам, рассказываем. В общем, подписывайтесь, кто не подписался еще, у нас очень интересный канал. Вот, в общем, сейчас пойдем на Хуступ. Время 10:36. Еще довольно-таки рано, еще не стемнело. Это будет 21 час 12 минут. Да, господи, Сири. Сири решила помочь, как всегда, не вовремя. Значит, я прошу прощения, но, в общем, мы очень мало спали, потому что очень поздно приехали. Кто не знает, в Капан ехать 5-6 часов. И мы поехали в пятницу после работы уже. В общем, спали мало. Ира до сих пор продолжает спать, отпросилась на полчаса после завтрака. Вот, а я готовлюсь к восхождению. Восходиться мы сегодня будем, или восходить, в общем, забираться будем на машине. Часть пути. Я надеюсь, что самую большую часть пути. Потому что Хуступ отличается от остальных гор тем, что до самого верха проведена дорога. И можешь на машине прям заехать, если машина этого позволяет. Вот, у нас сегодня вот такая машина. Зовут ее Эмма, наш пикап. Кто не знаком, знакомьтесь. Кто следит за нами, то знает, что мы в том году начали на ней ездить. С дуру ее купили. Для одного дела дело у нас не очень пошло, вот, но мы на ней стали ездить сами. И с друзьями гоняли по всем горам, на Демац, там туда-сюда, Самбатаберт. В общем, везде на ней прям заезжали, в любую гору она заезжает, пока не сломается. И, в общем, за все это время, за тот год, что мы ей владеем, она почти весь этот год была в ремонте. Несколько месяцев мы только поездили летних, потом попали в аварию, в нас уехали, потом мы искали запчасти для нее, потом мы их ждали, пока привезут, потом мы ждали, пока их починят. Целая эпопея. Наконец-то она на ходу. После того, когда мы починили, у него сломалась еще коробка, этой серии, где мы медведя видели. Потом рулевая рейка. Потом еще что-то, я уже не помню. Аккумулятор у нее сломался. В общем, осталось поставить только бампер. Бампер уже в Ереване, но какие-то крепления оказалось нужны. В общем, пока что еще будем ждать. Надо найти. Кто сталкивался с тем, как ремонтировать машины в Ереване, что газовик в одном месте, ходовик в другом месте, диагност в третьем, электрик в четвертом, спец по главным тормозным цилиндрам всего один, Карен. Спасибо, до сих пор работает. Тоже это еще один человек. В общем, везде свой человек. И, в общем, если ты хочешь... У тебя много сразу всего сломалось, то тебе нужно покупать эвакуатор, возить машину от мастера к мастеру, чтобы все сделали. Вот мы нашли под конец ремонт и сервис, один, в котором, в принципе, все есть мастера, но, в общем, машина не перестала ломаться. Сейчас жду, что следующее будет. Короче, мы за машиной ухаживаем, бережем, вкладываемся ежемесячно. Часть зарплаты уходит на машину. И сегодня настал тот момент, когда машина должна нам отплатить. А именно, она нас отвезет на вершину Хуступа. Проверим, сможет ли она это сделать, сломается и не сломается. Насколько хватит ее сил, протектора, мощности, дорожного просвета. Поснимаем побольше. Все это такое будет такая оффроудная серия. Я надеюсь, я пока не знаю, что получится. Может, мы сейчас в какую-нибудь стрянем другую ситуацию. Но пока план такой. Заберемся почти на самый верх. Там где-то полчаса-час, нам минут 40 до верхушки. Сварим кофе, посмотрим, пофотографируемся, покажем все.
и спустимся вниз. Вот. А на завтра у нас план — это самый длинный зиплайн в Азии. Самый длинный зиплайн, естественно, и в Армении. Вот. Сейчас я пойду будить Иру. И начинаем. Не переключайтесь. Мы немножко задержались по работе. Сидели, в отеле. Выехали, в общем, спустя 3 часа. Сейчас час дня. И дорога, выяснилось, что... В общем, я не знаю, но выяснилось, что это 65 километров. Ехать 2,5 часа, и все по горам. Вроде бы как это единственная дорога, я уточнил у хозяина отеля. В общем, я решил заехать на заправку, залить полный бак газа и бензина на всякий случай, чтобы у нас ничего не закончилось. Потому что я не представляю, как 65 километров, если в горы все время забираться, то сколько она сожрет газа. Поэтому сейчас заправляемся и поедем дальше. Едем вот по такой дороге уже минут, наверное, 30. Петляет вверх-вниз, влево-вправо. Красиво так. Здесь природа красивая. Зелень немного, деревьев. Все, вот здесь у нас заканчивается дорога по асфальту. И дальше мы съезжаем на грунтовку. И, наверное, начнется уже подъем. Нам осталось ехать еще 17 километров и 59 минут. Смотрим, что будет дальше. Все выглядит очень красиво. Есть такая осень великолепная. Такие цвета склонов, все в деревья, все в таких цветах. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Очень красивые места. Там водопад течет. Такие склоны. Невероятные краски, цвета. Такой серо-желто-оранжевый. Очень круто смотрится. Очень красиво. Туман, вот этот вот, облачность. Безумно красиво. Высота 1700 метров, и мы в такой туман въехали уже. Ну, в облачность сильную. Будем ждать, что сейчас поднимемся выше. Облака уже будут под нами и будет хорошо видно.
Я думаю, что может быть даже окажется так, что сверху солнце светит. Посмотрим. Проезжаем какую-то деревню. Тут вон техника такая старая. Не знаю, работает она или нет. Но, вероятно, да. Люди всегда живут на высоте и в тумане, судя по всему. Какая-то шкура висит на штыре, на арматуре. Дальше такой дом интересный, как в водном мире. И вот эта корова шла в тумане, было жутко страшно. Потому что не было понятно, что кто-то такой идет. Выяснилось, что это корова потом. Со слюной. В общем, тут все... Может, это не корова? Это бык, да. Это нет, это зимний как-то. На Северном полюсе, которые живут. Як? Як. Кто знает, кто это точно, напишите в комментариях, пожалуйста. Тем временем мы продолжаем подъем и уже в полное облако заехали. Находимся в нем. Табличка указывает, что мы на маршруте 12,5 километров. Время пути 6 часов 30 минут. Собственно, там, в общем, и так далее. И куда звонить в случае чего? 911 написано. Вот. Но мы на машине будем быстрее, чем через 6 часов. Посмотрим. Пока ехали, возник вопрос. Значит, это, скорее всего, шиповник. И вопрос, что вот это такое желтое растет. Ира меня попросила сорвать, она будет гуглить. Хочет узнать. Такие вот падают. Не знаю, что это такое. Сейчас сорву. Ой. Такие вот. Если кто-то знает, что это, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. А тем временем на улице вот такой туман. Вернее, облачность. Мы едем дальше. Ира попробовала вот эту штучку, ягодку эту. Сказала, что это, по ее мнению, горная слива дикая. Вот. Она была какая на вкус? Кислая. Кислая? Да. Кислая, ну, вроде как слива, в общем. Или меняла чай. Или меняла чай. Ну, в общем, буду надеяться, что с ней все будет в порядке, и нам не потребуется решать вопрос после этой сливы какой-то. 2100 метров, и туман закончился. А нам еще осталось ехать 8 километров, пишет, что 25 минут. Где-то хоступ впереди находится.
Безумно красивые облака, красивая дорога. И такая уже интересная началась. Такие серпантины, куда-то ведущие. В общем, скоро узнаем, куда. Но дорога, в принципе, хорошая. И, не знаю, мне кажется, тут даже можно аккуратно на кроссовере проехать. Не то, что прям какое-то бездорожье жесткое очень. Вот сейчас я еду, вцепившись в руль двумя руками. Еле-еле. Мне вдруг сейчас какая-то паническая атака началась, потому что справа вот такой вид. Мы выше облаков. Ир, можешь посмотреть, что там справа происходит? 2600 метров сейчас у нас высота. Мы почти на 2 километра выше, чем проснулись, уже находимся. Уже выше облаков всех почти. Я не помню, какая высота Хуступа. Сколько нам еще ехать, даже не представляю. Но мне правда, когда вот я не вижу, когда я еду и не вижу вот этот край, что там уклон, а просто вижу как будто бы за кучкой обрыв, то мне становится невероятно страшно. Это просто ужас какой-то. Мне очень страшно. Ир, тебе страшно? Ир не боится так высоты, как я. Мне очень страшно. Кто тоже боится высоты, как с этим справляетесь, что делаете, ходите ли в горы, напишите в комментариях. Нам будет интересно. Посмотрите, какой вид. Как облака быстро движутся вверх. Они как бы лежат внутри, как будто в блюдце между гор. И на горизонте другие горы. Так красиво. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. На улице сильный ветер, мы, знаете, как остановились. Просто облака впереди капота. Здесь останки Гиргина Нжде. Одно из мест, одно из памятников, где есть его останки. Нам сказали, что второе место — это в районе Вайка. Есть еще одно место, на самом деле, там еще часть его останков. Вот, но как бы самое известное здесь находится.
Там такой ветер развивается, я боюсь из машины выходить. Вот там еще вы... Блин, я даже не представляю. Туда еще выше можно подняться на машине. Вокруг облака. Я не представляю, как мы будем спускаться сейчас отсюда. У меня уже просто, я боюсь шаг ступить. Сильнейший ветер. Интересно, вообще можем из машины выйти? Прям машину раскачивает. Ладно, я попробую выйти из машины. Не знаю, что получится. Ветер то есть, то нет. Вот так стоит машина, посмотрите. Вот это. Там даже вон стол есть, смотрите, как интересно. Вот туда еще нужно подняться, там вершина уступа, не здесь. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. Холодно? Пойдем к флагу подойдем, потому что там не будет флага потом. Вот там где-то внизу Капан. Там внизу. И даже не видно за облаками. Такой стол. Я надеюсь, что в микрофон что-нибудь слышно, но то, что ветер очень сильный, ветрозащита одета, и должно быть слышно. Такой здесь флаг. Пейзаж очень красивый. Я представляю, насколько красиво, когда все еще более зеленое и когда тоже облака внизу. Конечно, облака внизу делают вид потрясающим. Итак, сегодня 18 октября 2024 год от Рождества. Итак, сегодня 19 октября 2024 год от Рождества Христова. Мы на Хуступе. Погода отличная. Высота 3082 метра, мне пишут. Пишут часы. Наверное, близко к правде. Сейчас попробуем подняться вон туда, на сам Хуступ. Ир, ты трясешься, сейчас утеплиться будет в машине. Мы сейчас на машине туда заедем. Там парковка есть, такой островочек. Там припаркуемся, дальше пройдем пешком. Где-то за полчаса мы должны как-то вот залезть. Я даже не знаю куда. Сейчас посмотрим схему, как пройти. Посмотрим на какой-нибудь карте. Надеюсь, что получится. Сейчас по этой дороге поедем дальше. Безумно интересно. Интересно, что с одной стороны, как бы это не очень интересно, когда ты можешь проехать на машине. Но, например, ты можешь на Гемац проехать на машине, на часть гор можно, чаще всего можно на самом деле. Но мне кажется классно, когда есть возможность выбора, и ты можешь пойти пешком, если ты хочешь заниматься спортом, хайкингом, пройти пешком, а можешь поехать на машине, можешь отвезти на вершину горы своих пожилых родителей, которым тяжело будет пройти пешком этот маршрут. Люди с ограниченными возможностями могут добраться, посмотреть на эту красоту. Это здорово. Мне кажется, что возможность выбора должна быть всегда. И Хуступ дает такую возможность людям. Едем дальше. Если вы спросите, страшно ли нам так ехать, страшно. Если вы спросите, зачем мы так делаем,
Потому что нам хочется исследовать интересные места и поделиться ими с теми, кто не может прямо сейчас здесь оказаться. А теперь специально для твоей мамы. Заставил ли я тебя сюда ехать? Нет, я сам сюда потащил Иру. Что меня сейчас поддерживает? Господи, какой же подъем там, то машина заедет вообще. Что меня сейчас поддерживает? Мысль о том, что машину мы, как я говорил, чиним постоянно. Она должна быть в хорошем состоянии. Сюда можно вообще заехать на машине? В эту гору? Что-то я не уверен, как что такой уклон бешеный. Или попробуем. Давай тогда до Низ доедем, там подумаем. Еще развернемся. Я бы даже, может, пешком дошел, потому что мне кажется, что какой-то уклон совсем дикий. Уже вот тут не надо. Ну, мне надо в любом случае съехать. Я где буду разворачиваться-то? Надо же. Она уже обратно сюда не поднимется. Почему? Поднимется. Потому что Нет, в эту гору поднимется. Наверное, все же я за то, чтобы вот прям в эту гору пешком подняться, что мне страшно. Господи, вид какой, посмотрите. Пшеница, колосица, облака. Летает красивейший орел. И большой, и два маленьких. Это то ли даже три маленьких. Посмотрите, видно, надеюсь. Папа или мама и трое детей учат летать. Охотиться на мышей и прочих. Так, ну что будем делать? Я думаю, пешком зайдем, что-то мне вообще тут жутко уже. Так, мы утеплились, оделись теплые, зимние, ветер ужасный. Одежду для горных лыж. Мы дальше не поедем, потому что я дальше боюсь ехать. Боюсь, что она будет съезжать, мы перевернемся. В общем, не хочу рисковать. Все, оделись. Я делал петличку, надеюсь, будет слышно. И мы идем туда наверх. Я узнал, как идти. У меня есть маршрут в телефоне. Одеваю варежки, потому что рукам холодно. Я надеюсь, что мы обратно заедем здесь. Я с собой не взял. Сейчас понимаю, иду вообще пустой. Только телефон, ключи от машины. Мы не взяли вообще ничего от медведя с собой. Я надеюсь, что здесь его не будет. Ветер прям подталкивает тебя. Сильный. И дышать тяжело, знаете, как в метель. Прям дыхание сбивает ветром. Проверю маршрут. Ага. Мы на полпути. Идем туда, а там как-то надо будет петлять. Сильный ветер, если говоришь в сторону ветра, то не можешь дышать. Начинается набор высоты серьезный. Уши замерзли. Шапку ниже одену. Ее ветер поднимает наверх.
Думаю, что это стрелка. И судя по треку, который я нашел, нужно идти именно так. Вот такие метки. Тоже обращайте внимание, это значит тропа идет здесь. Так красиво облака там движутся. Это очень красиво. Мы привыкли смотреть на облака снизу, но сверху они выглядят по-другому. Ир, нам сейчас надо будет чуть пролезть. Смотри, вот здесь. В целом безопасно. Здесь все лазят, я смотрел много видео. Мы тоже справимся. Просто аккуратно, ладно? Ты хочешь первой или за мной? Как тебе было комфортнее? За мной. Все, тогда давай. Так, давай вот здесь пройдем. Вот здесь. Давай отдохнем немножко, отдышимся и пойдем. Мы почти на вершине. Нам вот это вот, как отсюда до этого камня 2 раза, там прям такая площадка будет ровная. Ир, я же сказал здесь, но зачем тут-то? Ну, то нам опаснее. Ну. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this Ты за мной video хочешь вперед? and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very Давай, иди. much. Поднимемся на этот балкон. Там дальше оттуда, по моей команде продолжим. Поднимайся на балкон. Ира начинает подъем. Вот этот вот камень маленький, трогать нельзя, это замок. Тронешь его, этот упадет. Всегда об этом думайте, когда лезете. Нам надо перчатки купить другие, Ир, потому что эти вообще не цепляются мои. Господи, вот это вид. Watching
Значит, мы дошли до самой почти высоты уступа. Вот как выглядит место, где мы находимся. Вот эта площадка. Дальше технически. Вверх уступа это вот эти камни. Но здесь такой сильный ветер, что нас сдувает. Я не хочу туда лезть. Мы сходим туда в следующий раз, когда не будет ветра. Поэтому технически мы дошли до самой верхушки. Здесь, я осторожно прошу. Здесь буквально 5 метров осталось подняться, не больше. Но это прям вот просто залезть на самый край, на самый, то есть, ну, в общем, такой момент. Вот, поэтому, учитывая погодное явление, то, что мы очень не в ресурсе, плохо спали, сил нет и прочее, и у нас не липкие перчатки, они за камни вообще не липнут, мы будем только ногами держаться. Я вижу в этом большой риск нашего отряда, и на сегодняшний день я останавливаю подъем на этой отметке, на вот этой вот прекрасной... Ой, орел какой, посмотрите, господи, какой красавчик. Он ловил воздух, вот так шел ветер, подкидывал его. Смотрите, он прям у него там гнездо, что ли, какое-то. Он прям подкидывается на ветру. Вот еще, смотрите, как на месте крыльями даже не машет, держится. Как здорово. Их там много, как и черные птицы. Орлы какие-то, наверное. Разновидность местная. В общем, технически, я считаю, мы подъемных уступ сегодня выполнили. У нас осталось совершенно, там, буквально 5 метров У нас осталось буквально 5 метров подняться туда, но в силу обстоятельств мы туда сегодня не будем подниматься. Да, мы сегодня поднимались основную часть на машине, но я считаю, учитывая, сколько мы в него вложили времени и денег, то можно засчитать, что как будто мы пешком дошли. Нет? Ну, конечно, нет. Ну нет, это говорить нельзя, но я бы засчитал. Ну, хорошо, у нас будет перезаход весной, когда будет погода позволять, потому что сегодня уже закрытие сезона, честно говоря, такое вот верхогорное. Мы будем продолжать ходить всю зиму во все горы, куда возможно. Обязательно на Ждак поднимемся еще раз. Вот, но так вот глобально по 4000-никам, там сколько сейчас, какая сейчас высота, посмотрю. Высота 3200 метров. Интересно, что это почти как озеро Кари, то есть, ну не очень-то высоко, да, но подъем у нас был почти 2000 метров сегодня сюда. Вот. Безумно красивый уступ, он действительно очень красивый. Он мне напоминает чем-то Димац. Зелени, такие скалы выпирающие, такие невероятно красивые. Очень здорово, облака. Ниже нас облака были на 1700 метров, на 1300 метров ниже нас облака сейчас находятся, представляете? Примерно облака полпути до уровня моря. Это очень интересно. Вот, начнем спуск. У нас сейчас 5 часов 13 минут. Еще 2 часа будет светлых. Как раз нам съехать по самому такому серпантину отчаянному. Вот, и потом уже будем потихонечку по асфальту возвращаться забываю, как город называется? Капан. В Капан. Будем возвращаться. И в Капане у нас на завтра программа самый длинный зиплайн. Вот, и посмотрим еще, что будет интересно, расскажем. Вот. Да? Если сейчас серия кончится, то, значит, я решил разбить на 2 части. И вторая серия будет, второй день будет во второй части, чтобы недолгие серии были, потому что жаловались, что очень долго смотреть. Нет ни у кого часа, есть только 20 минут. Вот. И опять-таки, для тех, кто волнуется, если видео вышло, то мы вернулись к компьютеру, скинули видео в компьютер, сделали монтаж, выложили, то есть живы, все нормально. Такие есть? Все переживают за нас, все подписчики переживают. А те, кто думает, что видео вышло, мы умерли? Да. Ну нет, ну на всякий случай я просто поддерживаю сейчас в эту минуту уже. А, зачем это делать? Ну да. Ну не знаю. Вот, в общем, будем потихоньку спускаться. Нет, сделай, пожалуйста, шаг вперед. Я стою неустойчиво, и ты когда закончишь. Пожалуйста. Так, вот это заряженная батарейка. Это дрон. Эйр, значит ветер, значит выдержит. Так.
Давай, родимый, сейчас уступ снимем и поедем в... Все время забываю название. В Капан. Поедем в Капан, тебе будем заряжать батарейки, температуру. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Давай. Не подведи, чтобы тебя не сдуло ветром. Чтобы я тебя смог потом посадить в руку. Окей? Давай. GPS поймал. Держись, ветер сильный. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. Все, заканчиваю съемки, потому что, конечно, ветер очень сильный, и он очень плохо летит против ветра. Не знаю, какая там скорость у него. Типа, примерно ветер 50-60 км в час на самом деле сейчас здесь. И снимать невозможно, потому что я хочу подальше отлететь. Но у меня это сейчас не получается сделать. Поэтому мы сейчас его сажаем. Пока ветра нет, мне нужно успеть его в руку посадить, пока нет сильных порывов. Все, супер. Заехать на гору — это одна часть истории, съехать другая. Иногда съехать страшнее, чем заехать, потому что и сложнее, сложнее и страшнее, потому что ты видишь все это, то, что внизу, и, в общем-то, мне страшнее съезжать, как и спускаться по лестнице, по каскаду даже. Мне страшно спускаться вниз, честно вам скажу, когда я смотрю вдаль в перспективу. Вот, у меня начинает голова кружиться. Вот, в общем, едем, потихоньку спускаемся, красивейший вид, красивейший закат, уже солнце за облаками. Мы самый страшный участок между Хуступом и Гиригиным-Нжде преодолели. И сейчас едем просто по дороге спокойно, потихоньку. В общем, есть надежда, что ожидание и надежда, что все будет нормально. Вот, будем немножко перекусим и отдохнем. Наблюдаем вот такие невероятные движения облаков.
Как будто фильм Стивена Кинга, и там какая-то история такая, город обступает. Сейчас вот прям наша дорога вся будет в облаках.